Добрый день, дорогие друзья, с вами Николай Субботин. Я уже в нескольких выпусках рассказывал вам о том, что сейчас у нас полным ходом идет подготовка к большой уральской экспедиции вместе с Виталием Сундаковым. Условно мы ее назвали «Дорогами предков». На сегодняшний день состав экспедиции полностью сформирован, и, скорее всего, в понедельник, через 2 дня, мы уже регистрацию полностью закроем. Ну и теперь я могу немножко раскрыть секреты, что же мы все-таки увидим с участниками нашего большого приключения на Урал. Я в прошлых выпусках уже немножко раскрывал этот секрет. Кстати, ссылки на эти выпуски вы, как обычно, можете найти в описании. Самая главная цель нашей экспедиции – это изучение странных петроглифических надписей в одной из пещер Серпиевского града. Это недалеко от поселка Серпиевка. Несколько лет назад местные краеведы обнаружили в одной из пещер очень странные символы, петроглифы, которые необычайным образом походили на такое вот докириллическое руническое письмо. Об этом они мне рассказали в начале этого года, прислали фотографии, я был очень удивлен, но, честно говоря, испытывал достаточный скепсис, потому что очень часто те объекты, которые мы воспринимаем как исторические, как правило, оказываются некими геологическими образованиями. Поэтому, когда я поехал в конце мая снимать туда фильм для телеканала РЕН-ТВ, я испытывал достаточно определенные сомнения. Но когда уже своими глазами все это увидел, честно говоря, пришел в некую оторопь. Не буду, скажем так, может быть, углубляться в подробности. Мы об этом будем говорить уже после нашей экспедиции. Ну, а те, кто поедут с нами, сами все это увидят. На сегодняшний день я считаю, что да, действительно, мы столкнулись, вернее, обнаружили действительно достаточно уникальный исторический артефакт. Сложно говорить, что это. Либо это действительно какие-то руны, либо какие-то другие знаки. Для этого уже должны быть привлечены специалисты, на которые дадут окончательный ответ. Ну, по крайней мере, то, что я видел своими глазами, то, что видела моя команда, разительно напоминает шутарадскую надпись князя Аскольда. Ну и другие образцы, скажем так, рунической письменности славянской до кириллического периода. Это вот как раз основная цель. То есть наша задача прибыть на место, зафиксировать, правильно сфотографировать и оформить данную находку, чтобы в дальнейшем передать ее уже для изучения компетентным специалистам, историкам, лингвистам, филологам, ну и тем, кто обладает действительно необходимыми знаниями для того, чтобы оценить данную находку. Еще один объект, который тоже меня не то что поразил, а очень удивил. Я слышал уже об этих мегалитах, так называемых уральских дольменах, но раньше о них говорили как о неком, ну, скажем так, мифологическом, неком, может быть, скажем, этнографическом объекте, то есть до того периода, пока они не были обнаружены, а нашли их на самом деле не так давно, лет 15 назад, все это считалось неким мифом. То есть считалось, что дольмены на Урале существовать не могут. Ну, понятно, все привыкли, что это Краснодар, это, скажем, Кавказ, ну и плюс Европа. Дольменов на самом деле очень много. Но то, что на Урале могут создавать дольмены, на самом деле всегда это считалось неким вымыслом. И вот действительно оказалось, что есть и ученые группы людей, которые не просто занимаются поисками этих дольменов, а уральских дольменов найдено уже порядка 350 единиц. Причем все они зафиксированы должным образом, измерены, занесены в каталог. И почему-то до сих пор вот эта тема уральских дольменов, она мало известна широкому кругу альтернативных исследователей. Так вот, дорогие друзья, уральские дольмены я лично видел в конце мая. Не просто видел, мы их тоже сфотографировали. И вот как раз наша экспедиция тоже побывает на месте, где находится несколько таких огромных плиточных дольменов, уральских именно. Причем сделаны не как, скажем так, на Кавказе или там в Краснодарском крае из глинистого песчаника, а плиты там сделаны монолитно, на века, фундаментально из гранита. Тоже мы с вами это все изучим. Плюс по дороге изучим несколько очень интересных исторических и археологических комплексов. В первую очередь так называемые ахуновские менгиры, которые по большому счету в историографии называют не больше не меньше как башкирский Стоунхендж. Естественно, мы там побываем, посмотрим, так ли это, изучим, проведем измерения. Ну и будет у нас еще несколько объектов крайне интересных, в том числе большая звездчатая земляная крепость. Где она располагается, пока говорить не буду, мы это увидим с нашей команды. Ну и потом, естественно, покажем вам, нашим зрителям, те, кто к нам по тем или иным причинам присоединиться не смог.
Поэтому следите за новостями. Я постараюсь по мере возможности, как будет связь, как будет интернет, вести небольшие заметки по ходу нашей экспедиции. Вы, естественно, можете задавать вопросы и загляните в описание. Там я привел дополнительные ссылки на те материалы, которые я уже записывал, о том, что у нас будет в экспедиции, ответил на некоторые вопросы. Ну и там же есть ссылка на мой фильм, посвященный вот находке как раз петроглифических надписей в одной из пещер Серпиевского града. Вы можете его посмотреть. Вышел этот фильм на телеканале РЕН-ТВ пару недель назад, ссылочка тоже в описании. Буду рад ответить на ваши вопросы. Может быть, у вас есть какие-то свои наблюдения, связанные именно с мегалитическими историческими объектами Урала, Сибири, ну и вообще, скажем так, региона Российской Федерации. Буду рад с вами обсудить этой темы. И, может быть, мы вместе с вами сможем запланировать какие-то новые совместные экспедиции, которые помогут раскрыть забытые и древние тайны нашей удивительной истории. С вами был Николай Субботин. Большое спасибо за внимание. Оставайтесь с нами, дальше будет интересно. Конечная цель, друзья мои, я не знаю, стоит ли нам бежать впереди коня, но на самом деле это может изменить историческую фабулу древнерусской истории.